Всем привет, с вами Игорь. Сегодняшнее видео призвано простимулировать, ободрить тех людей, которые надумали делать тепловой насос. Вот. Ну, немного поздновато, конечно, надумали уже. Начало осени, лето закончилось, но тем не менее, если вы начнете и будете знать, что куда делать, в какой последовательности, что лучше, что раньше, что можно позже сделать, то все у вас получится и все вы успеете до зимы это сделать. Вот. В этом видео я как раз и хочу рассказать, как я его делал, что надо сделать пока тепло, пока есть погода, что можно сделать потом, попозже, когда похолодает, будет дождь идти. Вот, можно разделить на два таких этапа, как бы строительство теплового насоса, этот проект. И отвечу еще в конце на такой самый, ну не самый может быть, но очень популярный вопрос, который я постоянно пишу, то я лучше один раз расскажу, чем постоянно буду писать под комментариями. Итак, начнем. Кстати, еще, знаю, что многие уже сделали тепловые насосы, кто меня смотрит, пожалуйста, напишите для тех, кто будет смотреть, для зрителей этого видео, что вы уже его сделали, там, ну хотя бы 3 слова там, сделал, работает, рад, счастлив там. Ну, все, экономлю. Чтобы это было как бы тоже таким ободрением, стимулом для людей, которые сомневаются, думают. Ну, чтобы не только я как бы один говорил, это, что это классная вещь, а чтобы еще в комментариях там, ну, буквально 3 слова, 2-3 слова напишите, что это работает, я сделал, все, ну, это прекрасная альтернатива и все такое. Это тоже будет ободрением для начинающих, сталкиваются, кто хочет сделать этот тепловой насос. Итак, начнем. Вот, чтобы успеть до зимы вам его сделать, вам надо, ну, я расскажу, как я делал. Самое главное, это сделать земляные работы. Вот это вот самое первое. Это скважины, или вы там будете закапывать контур, или там делать скважины, ну все равно надо земляные работы, там у вас будут присутствовать, и притом очень немало этих работ. Скважины я сам делал, у меня об этом есть видео, можете смотреть там, как я это все делал. Вот. Но вот это надо сделать пока тепло, пока есть погода, вам завести воду в помещение, где будет стоять ваша установка, собственно, сам тепловой насос. Вот, вам надо завести воду и вывести ее оттуда. То есть по одной, ну 2 трубы всего-навсего. По одной трубе у вас будет заходить вода, по другой выходить. Вот это вам надо сделать, пока еще тепло, пока есть погода. Вот, когда вы уже это сделаете, и это вот именно вода, водяной контур, водяной там, ну я же говорю, или 2 скважины, или это земляной контур, это уже будет вам даже не половина работы, это уже вам будет, ну, процентов 70-80 всех объемов работы. Даже и по физическим, так сказать, измерениям, по трудовложениям, и по времени, и по деньгам даже, это будет 70-80%. Сам тепловой насос, это второй этап, который будет стоять уже в помещении, это примерно 20-30% капиталовложений, времени и всего-всего-всего. Это я из своего опыта рассказываю. Это уже проще всего. Это проще всего спаять сам тепловой насос, то есть фреоновую часть. Да, там есть у нас водяная часть, круг, контур и фреоновый контур. Вот это вообще просто. Это при наличии всех деталей, вот вы купили компрессор, купили медную трубу, там все это, ну, у меня есть видео, кстати, кто первый раз зашел, смотрите, у меня плейлист есть, я оставлю ссылку на плейлист, оставлю ссылку на там, видео, где у меня вся эта альтернатива, это будет и в конце видео, и в описании. Вот. И получается, что вот этот вот сам тепловой насос спаять, это проще всего. Вот эту вот фреоновую систему, там где будет циркулировать фреон, это при наличии всех деталей, запчастей, вот вы купили, это делается буквально за 1 день. Буквально за 1 день. Хороший кондиционерщик, я советую пригласить, если найти хорошего, лучше холодильщика, хорошего такого, ну, понимающего человека. Он вам, вы купили ему все детали, все там погнули, протянули трубы, все, подготовили. Он пришел, только стыки спаял,
всю систему спаял, потом ее, что там он ее отвакуумировал, проверил, там 2 часа она постояла, утечек нет, он ее заправил фреоном, включил установку, настроил, там даже не настраивать в принципе-то нечего. Вот. Оно все посмотрел, работает и пошел. Это все делается буквально за день в помещении. То есть фреоновая часть, можно ее сделать будет и когда дождь, уже будет холодно, там погоды нет. А вот водяную часть, именно подвести воду и вывести ее с помещения, где у вас будет стоять тепловой насос, то, конечно, надо лучше делать сейчас, пока есть погода, пока тепло, пока можно что-то копать. Вот. В моем случае это было самое тяжело, вот эти вот все закопать трубы, вывести, подвести. Даже получается так из моего опыта, что вторая скважина, она в принципе и не нужна. Хотите делайте, хотите не делайте. Если у вас там не получается как-то или что, просто бросьте эту воду, пускай себе бежит там где-нибудь под дерево на участок. Это получается куб в час. Ну, это совсем не страшно. Я тоже думал раньше, что куб в час, а это ж за 10 часов это 10 кубов. Сразу себе представляешь такую емкость на 10 кубов, если ее разлить, да, на земле, это ж какая лужища будет, зальет весь участок. Но на самом деле не так. Оно бежит, эта струя, там, ну, это куб, ну, почти у меня куб в час, почти, там даже и нет. Ну, примерно куб, там, плюс-минус для любого теплового насоса надо примерно куб воды в час. То это совсем ничего для земли, я вам скажу. Для земли это совсем ничего. Это у меня там растекалась такая небольшая лужка, там метр, она так немножко пробегала, вот, на 2 метра, потому что у меня уклончик 2-3 метра, и все, и там она уже полностью впитывалась, ее уже нет. Вот, то есть сбросить вот эту воду, это вообще, как оказалось, не проблема. Если у вас нет второй скважины, там, сбросьте ее на землю, там, какую-то канаву возле дороги, там, какое-то углубление на участке, я не знаю, ну, временно хотя бы временно можно обойтись и без второй скважины. То есть, вам надо только, получается, подвести воду. То есть, куда деть эту воду, это не есть проблема, куда деть. Наверное, большая проблема, где ее взять. Вот где, если уже нет воды на участке, да, или она очень глубоко, там неподъемно глубоко, то тут, да, вот это вот проблема. Вот это единственная, кстати, проблема, которая может стать в реализации проекта тепловой насос, вода-вода. Что нет воды, вот это проблема. Все остальное не проблема. Вот, поэтому я советую даже так вот, если нет, куда сливать, сливайте ее прямо на землю, в сад где-то там, под деревья, ничего страшного с ними не будет. У меня вот под грушу и все, там груш сейчас море, оно поливается еще и всю зиму. Так что, я говорю, куда деть, проблем нет, там мне пророчествовали, что вот будет горбак там ледяной у меня, гора льда будет на участке, потому что не впитывается вода. Никакой горы льда не будет у вас зимой. Температура у меня воды выходной из теплового насоса плюс 8 градусов. Какой лед? Плюс 8, товарищи. Это она растапливает даже там, где выбегает. Она там, где бежит, там у меня ни снега не было, ни льда, ничего. Земля тоже не успевает просто замерзать, потому что он простаивает максимум 3-4 часа. Максимум. За это время земля никак не замерзнет. И она опять теплая, вот эта вода, плюс 8 бежит, опять растапливает. Единственное, что у меня было, когда там минус 20 там, или даже больше, то аж в самом конце, где она бежала, эта вода, там образовалась небольшая замерзшая лужка такая, ну, метр, может, квадратный. И все. Вот это все, что было. И то, там, когда температура немного повысилась, уже не минус 20, а минус 10 стало, то эта и лужка и та растаяла благодаря этой воде, что бежит. Так что проблемы слить эту воду нет. И если у вас некуда ее сливать, сливайте ее просто там, я же говорю, на участок где-то, там под деревья, в сад, я не знаю, канаву какую-то, в речку, ставок, там в принципе это не есть проблема. Вот, так что вот так вот оно получается, как бы даже еще проще, даже, наверное, чем вы думали раньше, да, что деть эту воду, в принципе, нет какой проблемы никакой. Вот это вот самое главное, вам прокопать пока тепло вот эти трубы, закопать все, заложить, завести. Вот я вот заводил, тоже подкапывался под фундамент веранды, чтобы завести эти 2 трубки полиэтиленовые. Вот это была проблема, я 2 дня там под фундаментом ковырялся.
Вот. А все остальное, я же говорю, спаять, это там развальцевать, ну, собрать всю эту фреоновую систему, это вообще ерунда, вообще ерунда. Это, я же говорю, делает... Я это сделал, по-моему, за 2 дня, ну, потому что я неопытный, я паял это обычной газовой горелкой, этой для розжига костра, баллончик пропановый обычный, да, и вот эта вот горелочка там. О, я этим паял, да. Ну все спаялось, все отлично спаялось, утечек нет, кстати, до сих пор все, я смотрю, давление держится, ничего никуда не падает, ничего не подпаивал, так что нормально все испаялось еще, между прочим. Вот, так что вот этот вот самый главный этап, я же говорю, это подвести воду, это земляной или водяной контур, закопать трубу, это самые тяжелые объемы работ. Вот, и где-то взять воду, завести ее в помещение. А сам тепловой насос это ерунда, это вообще, я же говорю, при наличии всех деталей, запчастей, это делается холодильщиком за день. Я советую холодильщикам. Не, ну, если хотите сами, можете все это спаять, но вам надо будет покупать просто инструмент этот паяльный, припои вот эти все, фреон, чтобы заправить. Ну, я не знаю. Если вас... Смотрите уже по своих обстоятельствам. Если не найдете, конечно, холодильщика, то паяйте сами. Если есть у вас знакомые или знаете где, то лучше, конечно, нанять человека, он вам придет, все, что вы уже там выставили, поставили, протянули трубы, все настроил, он только спаял стыки. Я же говорю, за день это все делается на ура. Итак, ну вот это вот я объяснил, да, ну то есть, что бояться этого не надо, ничего, все это легко, очень просто делается. Даже я вам больше скажу, мне было легче намного сделать тепловой насос, чем даже ветряк. Вот я вам это точно гарантию делаю, 100% вам говорю, что ветряк сделать рабочий, нормальный, это в 100 раз тяжелее, чем рабочий тепловой насос. Тем более такой простой, как у меня. А как многие уже говорили, проще, чем у меня, уже нет. Ну, смотрите, там у меня есть видео, кто не видел, по тепловому насосу. Итак, вопрос теперь вот этот вот тоже мне задавали там. Многие хотят переделывать кондиционеры в тепловые насосы. Такие тоже вода-вода. Я так понял, вода-вода. Переделать, ну, потому что воздух, он и так может работать, там нечего переделать, просто включил его зимой, и он работает. Но я это не советую делать, это вы себе наживаете очень большой геморрой на голову и кучу проблем, как это все состыковать, там приспособить, то есть вы себя уже ставите в рамки сразу изначально, которые... поставил эти рамки проектировщик этого кондиционера. Там это все так сделано, и вас это будет ограничивать только ограничивать, сковывать ваши действия. Это очень большая головоломка. У вас останется куча ненужных деталей, эти мозги кондиционера, вот эти вот наружный блок, внутренний блок, эти корпуса, вентиляторы вам не нужны. Зачем за это платить деньги, тем более если покупать. Вот тоже говорил мне один, купить кондиционер и с него переделать. Это, ну, вообще нет смысла в этом. Купить новый кондиционер и переделать его в тепловой насос, вообще нет в этом смысла никакого. Это если бы он у вас уже валялся, этот кондиционер, да, я согласен. Он у вас есть. Вы знаете, какой он, вы знаете, что он почти новый, там хороший компрессор рабочий, все. Не такое барахло, что ее там снял, кто-то выкинул, потому что оно уже не работает. С такого не надо делать тепловой насос. Если вы уже делаете, делайте уже нормально. Тем более, что это вам на года вперед, на следующие много лет, это ваше отопление, классное ваше отопление. То уже не делайте какашку, сделайте нормальное отопление. Экономить ставят некоторые даже бэушные компрессора. Ну, тем более, если все с нуля делать, что там экономить? Компрессор ротационный, кондиционерный стоит около $100. Что там еще экономить на этом компрессоре? Брать его бэушный, грязный, перегретый, чистить его, потом промывать, это старое масло. Зачем? Зачем себе вот это вот наживать? Возьмите новый компрессор и все. Тем более, что он дорого не стоит. Поэтому я советую сделать все с нуля. Все с нуля. И тем более, что там деталей-то нет. В моем тепловом насосе, вот самый простой вариант теплового насоса, это как у меня, да, вот проще уже не бывает, как один сказал, тоже холодильщик, проще уже не бывает. Это компрессор,
Это моток меди, медной трубы. Можно даже одного диаметра. Просто туда ставите одну трубку, а туда 2-3 в параллели. И все. Моток меди это ТРВ узел. На ТРВ тоже не экономьте. Берите сразу хороший. Это маленькая, но очень важная деталь. И все. Все, вот это уже тепловой насос. Это уже рабочая установка, которая может работать. Но я добавил еще, ну все добавляют, фильтр-осушитель, это такой бочоночек, у меня есть видео об этом, все, в всех деталях теплового насоса, смотрите плейлист. Фильтр-осушитель и смотровое стекло я еще добавил. Вот и все, больше ничего нет. И простейшая электроника там, да даже и не электроника, там реле защиты необходимые. У меня тоже видео по необходимых защитах самодельного теплового насоса есть. Вот это весь тепловой насос. Там больше ничего там не надо. Вам надо купить компрессор, медную трубу, ТРВ и вот это вот, что я сказал. Все, если у вас будет делать холодильщик, вам не надо никакой инструмент, больше у него все есть. Вакууматор, фреон, паяльная, все это ерунда, все есть. Поэтому я советую лучше с нуля. Вы себе сделаете как захотите, погнете эту медь, не будете думать, как с этим теплообменником кондиционера, куда его тулить, куда его запихивать. А у вас есть медная труба, вы ее гнете как хотите и делаете с нее что хотите. Поэтому я, опять же скажу, советую вот именно с нуля все начать, купить вот эти вот детали и делать тепловой насос. Вот это вот самый, как мне кажется, оптимальный вариант. Ну вот и все, что я хотел сказать. Надеюсь, я ободрил вас, придал вам уверенности, сил. Мой девиз: не бойтесь делать то, что не умеете. Если какие-то вопросы будут возникать, что-то не получается, смотрите, пишите мне в комментарии, звоните. Бывает, что и звонят люди, консультируются. Но сначала пересмотрите мои видео. У меня очень много видео в плейлисте по тепловому насосу по этой теме. И я думаю, что вы ответы там все найдете. Там много очень, я же говорю. У меня видео. Если уже не найдете там ответы моих видео на свои вопросы, там пересмотрите все, тогда уже пишите, звоните, может быть я что-то там упустил, не сказал, но по-моему я вроде бы там все есть. Как-то так. Надеюсь, что ободрил вас. Делайте, все у вас получится. До зимы еще время есть. Я же говорю, самое первое, сделайте вот этот земляной контур или заведите воду там со скважины, с чего-нибудь, помещение, где у вас будет стоять тепловой насос. Сам тепловой насос, еще раз скажу, спаять это вообще плевое дело. Это сделается за день. Холодильщиком заплатите ему или сами спаяете. Сами будете паять 2 дня, пускай там. Я там паял, вальцевал, а холодильщик это все за день сделает. Я советую лучше так. Это все очень просто, эффективно, и результат вас обрадует. Это я вам гарантирую. Все, всем пока, до следующих видео.